Меня зовут Курмаз Илья, я .NET-разработчик компании Smart Business, и сегодня мы будем говорить о микросервисах и о такой технологии, как Azure Service Fabric. Как вообще происходит? Мы любим Microsoft, Microsoft полюбила микросервисы. Полюбила до такой степени, что решила построить свою платформу для управления контейнерами, для управления микросервисами, и дала нам возможность с ней поиграться. Данной технологии уже чуть больше года. Кажется, весной, в марте ей был год. Но платформа все еще активно развивается, и на данный момент она представляет огромный SDK, с которым мы можем делать то, что сегодня мы будем пробовать сделать. И наша сегодняшняя адженда. Introduction. Мы поговорим о микросервисах, об их отличиях от монолитной архитектуры. Собственно, рассмотрим саму Azure Service Fabric, посмотрим пример приложения, которое разрабатывался как микросервис, и посмотрим на средства мониторинга. Поехали. Микросервисы. Тема у всех на слуху, и все же давайте проясним. Архитектурный стиль микросервисов — это подход, при котором приложение строится как набор сервисов, которые общаются между собой при помощи легковесных механизмов, таких как HTTP. Каждый микросервис является, по сути, изолированным, независящим от другого микросервиса, то есть есть минимум общего контроля. И получается, каждый микросервис разворачивается в собственном environment и максимально автоматически доставляется в облако. Почему использовать лучше микросервисы, чем библиотеки? Вернее, не лучше, почему мы можем использовать сервисы вместо библиотек. Тут дело как раз в том, что каждый микросервис работает в своем отдельном процессе. Поэтому, если нам необходимо что-то исправить в сервисе, если нам необходимо добавить какие-то изменения, мы просто переразворачиваем сервис. Даже более того, если он у нас сломался, мы можем его за одну секунду откатить обратно. Что в случае, если у нас изменилось что-то с библиотекой? Мы должны переразвернуть весь монолит. И это вообще никак не круто, потому что библиотеки работают в том же процессе, и любое изменение весь монолит разворачиваем. Это может занять достаточно долгое время. И раз мы уже говорим о монолитах, давайте их сравним. Классическое монолитное приложение представляет собой такой слоеный пирог из трех слоев. Это UI-часть, это HTML-страницы и JavaScript-код, это база, как правило, реляционная, множество таблиц, и сервер. Сервер, который обрабатывает запрос и изменяет представление. Что представляет собой микросервисы? Каждый сервис представляет собой инкапсулированную часть бизнес-логики, которая отдельно хостится, отдельно разворачивается. И, в общем-то, желательно, чтобы еще каждая отдельная команда ей занималась. На самом деле, здесь даже видно, на этой картинке она очень удачно подобрана, потому что здесь показана эволюция приложений. Если мы хотим, нам не хватает мощности нашего монолитного приложения, что мы можем сделать? Мы можем сделать горизонтальное масштабирование. То есть мы делаем несколько инстансов нашего приложения, ставим сверху балансировщик нагрузок и распределяем нагрузку между инстансами. Однако, понимаете, есть тонкий момент. Все приложение может быть большое, оно может потреблять огромное количество ресурсов, а если нам нужно масштабировать только отдельный компонент, которому узко, которому не хватает ресурсов, и нам приходится масштабировать все равно полностью все приложение. В случае микросервисов мы видим, что мы можем комбинировать эти сервисы в различные приложения, как нам вообще вздумается. Да, с эволюцией микросервисов у нас могут возникнуть проблемы в том, что изменяются какие-то интерфейсы, изменяются контракты микросервисов. Однако цель хорошей микросервисной архитектуры как раз позаботиться о том, чтобы этих контрактов, этих зависимостей было как можно меньше. И тут нам на помощь приходит Azure Service Fabric. Azure Service Fabric — это инфраструктура, которая позволяет поднимать и разворачивать надежные отказоустойчивые микросервисы и упаковывать их в контейнеры, в общем, делать все, что угодно. Но это звучит несколько необычная формулировка. Но, в общем, я думаю, все знают Kubernetes. Service Fabric — это над множеством Kubernetes. Он может делать то же самое. В частности, Microsoft уже очень долго развиваются в сторону всех платформ, в сторону поддержки других языков, и здесь они не сделали исключения. Поднимать Azure Service Fabric, точнее, доставлять микросервисы можно как на Azure, так на локальный компьютер разработчика, на on-premises, на локальные сервера и на другие облака. То есть, в том числе и на тот же Amazon мы можем доставлять наши микросервисы. И что хотел бы добавить то, как позиционирует себя сами Microsoft.
Если у нас сейчас будет звук, я надеюсь на это. Нет. Звук. А где он выбирается? Не подскажешь? Здесь? Немножко не то. Ну ладно, давайте сделаем просто громче. Apps coupled all their functionality tightly into one service. Давайте еще раз. Traditional monolithic apps coupled all their functionality tightly into one service. This meant long downtimes to deploy new features, resulting in fewer opportunities to make updates. Scaling monolithic apps to meet demand was expensive and slow, because every component scaled at the same rate, regardless of use. Likewise, availability and reliability were achieved by hardware redundancies, adding more cost and complexity. The cloud has changed the way we design and architect applications and deploy them in services. Time to market, availability, and ability to scale on demand are more critical than ever. This has resulted in a shift towards building microservice-based applications. This approach splits each application into a set of fine-grained, loosely coupled services that can be updated and scaled independently of each other, improving agility and efficiency. However, to make the microservice-based approach work, developers need to write additional code in areas like inter-service communication and handling failures. This is where Microsoft Azure Service Fabric comes in. Azure Service Fabric is an application platform that simplifies building and deploying microservice-based applications to provide organizations with scalable, agile, and reliable applications, whether they are run in Azure, on-premises, or in other clouds. And developers get to focus on code that delivers business value, which means customers get new features faster. Azure Service Fabric protects applications against failures by monitoring the cluster and automatically acting to mitigate issues. Azure Service Fabric provides built-in programming models to simplify developing microservices. Not only that, it lets you run any application code. In addition to supporting traditional stateless microservices, Azure Service Fabric supports stateful microservices, co-locating compute and data to reduce latency and enhance performance while providing reliability through replication and persistence. Data partitioning services along with dynamic resource balancing make scaling on demand routine. Rolling upgrades enable zero application downtime, and if health checks fail, Service Fabric automatically rolls back the application to the previous version. Azure Service Fabric was born from our years of experience delivering mission-critical cloud services, and today hundreds of organizations are realizing the same benefits of a microservices approach. Not only that, but several key Microsoft products run on Azure Service Fabric. Service Fabric support for many developer tools and programming models improves developer productivity. These can be used to build stateless services the traditional way, or novel stateful microservices, where compute and data are co-located to further decrease app complexity. Azure Service Fabric also provides powerful management capabilities, including state management, application lifecycle management with zero downtime upgrades, easy service discovery, and detailed diagnostics and monitoring. In addition, with the support for Linux, developers can use the tools they know to build and deploy Service Fabric applications on Linux. Azure Service Fabric is designed to meet the needs of many industries, including manufacturing, financial service, gaming, IoT, or any application that benefits from added scalability and resiliency. Azure Service Fabric simplifies building and deploying microservice-based applications in Azure, on-premises, in other clouds, and is available on Windows and Linux as well. With Azure Service Fabric, organizations can deliver their customers more features faster to drive better business results. Get started today. И на этой ноте Get Started Today давайте сделаем это. Итак, как нам начать разработку наших микросервисов с помощью Azure Service Fabric и что нам вообще для этого нужно? Давайте для начала определимся с тем, где мы будем размещать наше приложение. Проще всего, если вы только начинаете, это воспользоваться сайтом, который называется Try Service Fabric или как-то так. Почему
Ничего не видно. Мгм. Супер. Ладно. Что мы повисли знатно. Здесь его, конечно, не будет. Нет, здесь его не будет. Ну, отлично. Try сервис-фабрика Azure.com. Этот сайт предоставляет доступ к публичным кластерам, на которые мы можем хостить наши приложения без вообще каких-либо проблем. И что нам нужно для этого сделать? Для начала мы должны присоединиться к ним, то есть авторизоваться. То есть я выбрал Facebook. Ого. Так, честно говоря, это немножко неожиданно. Ладно, хорошо, начнем с того, что еще нам нужно скачать, разумеется, сервис Fabric SDK. Он, собственно, содержит пакет разработки и содержит сервис Bus Explorer для мониторинга. Чему мы, конечно, не можем соединиться. Окей, ладно, это на самом деле не принципиально, это исключительно для наглядности. Что предоставляет этот кластер? Он нам дает, по сути, пошаговую инструкцию, как нам разместить наше приложение в их кластере. То есть для этого он нам даст сгенерировать сертификат аутентификации, то есть PFX-сертификат. Он даст нам endpoint, на который мы будем загружать, и, собственно, даст нам сам сертификат. У меня даже есть несколько примеров. Сейчас мы это закроем, раз оно не работает. Вот у меня есть несколько примеров этих сертификатов. Выглядят они следующим образом. То есть мы должны будем их инсталлировать, нам будет предоставлен пароль, и с момента, как мы инсталируем данные сертификаты, у нас будет предоставлен доступ нашего компьютера авторизоваться на их кластере. В чем подвох, который, как я уже заметил, и, скорее всего, сейчас, точнее, из-за него я сейчас и не смогу показать именно на публичном облаке, потому что эти сертификаты, они достаточно быстро экспарятся. То есть пока ты можешь решать проблему и настраивать публикацию с одним, он может уже обновиться, устареть и давать тебе совершенно другой endpoint, совершенно другой сертификат. Но, в принципе, если нет, допустим, Azure подписки или нет желания вообще, в принципе, возиться с настройкой, то можно использовать его. Давайте посмотрим на код. Давайте точнее не так, давайте перейдем в презентацию и посмотрим, что мы будем рассматривать. Так, нет, давайте не так. Вот так, отлично. Мы будем рассматривать приложение, которое занимается подсчетом голосов. Оно очень примитивное, буквально несколько кнопок. Но что это нам даст показать? Оно будет состоять из двух микросервисов. Первый из которых stateless, другой stateful. Собственно, соответственно, фронтенд у нас будет stateless. Он будет обрабатывать запросы и, используя прокси, перенаправлять на нашу внутреннюю службу, которая является stateful сервисом. Соответственно, сейчас давайте мы посмотрим, как это вообще работает. Хорошо. Потом пройдемся немножко, как это организовано. Итак, у нас есть votes controller, который принимает обычное имя, то есть то, за кого мы голосуем, и берет, собственно, адрес, куда мы отправляем, из него формирует прокси-адрес и отправляет наш контент. То есть, по сути, это обычная put-операция, мы помещаем данные. Данные приходят на наш другой микросервис, на наш stateful микросервис, который принимает их и сохраняет в некий словарь. Почему так сделал? Потому что, чтобы продемонстрировать, на самом деле и в stateful, и stateless приложениях у нас может быть доступ к базе данных. То есть, и неважно, какой реляционный, нереляционный, это вообще сейчас не играет никакой роли. Однако я хочу продемонстрировать, что микросервисы также предлагают поддержку хранения данных в памяти. То есть, и вот это вот iReliable Dictionary, это так называемые, то есть вообще это есть особая у них фишка, все вещи, которые связаны с микросервисами, называются почему-то надежными.
То есть у них довольно слово «надежно», видимо, для того, чтобы пользователям хотелось больше их использовать. То есть у них есть надежные службы, надежные коллекции, надежное, в общем, все, что только угодно. И вот этот вот iReliable Dictionary как раз и есть представитель этих надежных коллекций. Почему они называются надежными? Ну, во-первых, потому что... И ты прав. Они отказоустойчивые, и я бы хотел, на самом деле, даже показать, что вот этот слайд я хотел бы показать. Чем же они отличаются от обычных коллекций? То есть, вот самое главное, по сути, это вот это вот слово replicated. Это, на самом деле, вообще тема, которая достойна отдельного смарт-токса, потому что у них очень сложная инфраструктура. На самом деле, в каждый момент работы с микросервисом мы не работаем с конкретной коллекцией, которую мы написали. Для каждого класса, для каждого там, менеджера условно, в микросервисах у нас есть его реплика, и не одна. Там, впрочем, до 5 реплик, которые меняются с течением жизненного цикла. И в любой момент, если у нас возникает какая-то ошибка, мы можем вернуться к копии, которая у нас хранится в памяти нашего микросервиса. Вот. И причем вот эти вот реплики, они реально настолько сложно переплетены, и они меняются с жизненным циклом самого запроса. Так, хорошо. Соответственно, мы получаем наш голос, далее мы создаем транзакцию, то есть мы создаем какой-то условный запрос. В рамках этого запроса, вот, собственно, этот iReliable State Manager, у него есть iReliable State реплика менеджер, который, собственно, по факту и выполняет его работу на протяжении всего жизненного цикла. Но нам об этом явно не говорится. И затем мы просто добавляем наши значения и коммитим транзакцию. Давайте для начала запустим его локально, просто чтобы посмотреть, что происходит. Первичное развертывание занимает немного больше времени, чем обычно. Так, а вроде мы уже и запустились. В принципе, автоматически оно сейчас не запустится. Вот. Там нужно для этого делать дополнительные настройки, но мы можем зайти и посмотреть, что же сейчас у нас происходит. Отлично. У нас есть, даже оно сохранилось, у нас есть наше приложение, в котором мы можем добавлять опции, и добавлять голоса, которые будут сохраняться. То есть, в принципе, мы можем я даже покажу, что оно действительно перенаправляет его. Вот, то есть вот здесь мы ловим эти запросы и сохраняем его по сути в памяти. То есть все достаточно понятно. Что мы еще можем с этим сделать? Мы можем его задеплоить на локальный кластер. Нам предлагается это решение по сути из коробки. Но давайте сначала разберемся, как оно нам это предлагает. Вот у нас есть проект, называется Voting. Это как раз специфический проект для Azure Service Fabric. Он появляется в Visual Studio после установки их SDK, и который, собственно, отвечает за то, как будут наши службы взаимодействовать между собой. Он представляет собой набор XML-файлов, который регулирует наши взаимоотношения. Application Manifest — это файл, который... на самом деле, основное значение его заключено здесь. Он регистрирует, каким образом, точнее, вот как раз атрибут сервис и наше имя. То есть эта секция отвечает за то, как будет инстанцироваться наша служба. И вот это вот имя должно совпадать с сервис-манифестом, который есть в каждой службе. И вот если они совпадают, Application Manifest знает о том, что ему нужно создать инстанс этой службы, и знает, что его нужно запустить. Cloud XML и Local Node XML. Cloud XML это, получается, обычный конфигурационный файл, который нужен для специфических для environment параметров. То есть то, что при пушинге в облако у нас появится в качестве конфигурации. Local, соответственно, для наших локальных изменений. Давайте теперь попробуем. Что нам нужно, чтобы опубликовать, чтобы запушить наши службы? Да ничего особенного. Нажимаем Publish.
Выбираем, собственно, профайлы, которые нам нужны в качестве конфигурации. Собственно, у нас будет это использоваться Cloud. Я выберу, то есть по дефолту выбирается локальный кластер. То есть ни к чему не подключен, видит, что он у нас доступен и предлагает нам запушить. Вот. Пока он запускается, давайте посмотрим, как же мы можем понять все-таки, что происходит. У нас есть сервис Fabric Local Cluster Manager. Это, собственно, та тула диагностики, которая ставится вместе с SDK, которую вы могли видеть в видео от Microsoft, и которая позволяет вообще, в принципе, это как Azure Dashboard. То есть мы видим все наши приложения, все наши ноды, можем ими управлять. Да, я его запустил, но тут все гораздо хитрее. Отлично. Вот, собственно, мы видим наше приложение, которое успешно. То есть мы видим даже инфографику. То есть здесь будет, если у нас будет больше нод, здесь будет карта, здесь будут определенные метрики, которые мы можем манипулировать. То есть, в принципе, все, что нам нужно. И, собственно, наша нода с нашим voting-приложением. И мы видим, что оно, в принципе, запущено. Что это нам дает? То есть отсюда мы можем управлять нашим приложением, мы можем деактивировать, то есть мы можем рестартить, останавливать, то есть, потому что если мы один раз запушили, приложение уже не остановится после завершения работы в Visual Studio, оно будет продолжать у нас висеть. То есть нужно как бы тоже не забывать об этом. Вот. В принципе, тут же мы можем... Тут он нам не покажет. В общем, по сути, это наша тула для диагностики. Все. Запустили, остановили. На этом, пожалуй, все, что нам нужно. Что еще мы можем с этим сделать? Неважно, что он там запускается. Нам это не нужно. Еще мы можем настроить собственный кластер на Azure. Это гораздо более сложный, более долгий процесс, поэтому мы сейчас его как бы повторять не будем. Но, в принципе, у меня, кажется, был уже готовый инстанс. Вот, то есть, в принципе, если мы не хотим пользоваться публичными облаками, не хотим ждать, потому что прямо в этих публичных облаках написано, в публичных кластерах написано, что если у вас что-то не получилось, попробуйте через час. То есть нам места на всех не хватает. Вот у меня здесь создан ресурс, сервис Fabric Cluster. Вот, у него еще создается дополнительное, то есть мы должны будем сами сгенерировать сертификат, мы должны будем сами сгенерировать машину, на которой это будет развернуто. Вот, вы, в принципе, видите, это мои попытки пушинга приложения на Azure. Вот. Сейчас оно мне не даст его запустить, поскольку у меня не установлен как раз сертификат, потому что Azure как-то скрывает от меня эту возможность. Хорошо. Это, собственно, наши опции, что мы можем сделать. То есть мы можем это сделать на Azure, мы можем это сделать на других облаках, можем запустить локально, можем запустить на публичном облаке. Что хотелось бы добавить? Микросервисы — это не магическое решение. И, то есть, специфика мозгоразработчика работает примерно одинаково. Ты видишь новую технологию, ты видишь, как она работает, тебе хочется ее где-то использовать. В случае с микросервисами это не работает. То есть микросервисы она может помочь в определенных случаях. Например, наш бизнес хочет активно развиваться, у нас есть команды, которые могут работать независимо, и окей, то есть мы запушили сервис, мы о нем забыли. У нас есть еще дополнительные функции, мы разворачиваем дополнительные микросервисы, и нас это особо не волнует, хотя возникают дополнительные проблемы. Но построить качественную микросервисную архитектуру гораздо сложнее, чем монолитную. Во-первых, возникают проблемы коммуникации. То есть, когда мы работаем в одном процессе, у нас все понятно. Мы можем протестировать workflow, и у нас вообще не будет никаких проблем. Тут мы должны переключаться между приложениями. Возникают проблемы CI/CD. То есть для каждого из микросервисов он будет настроен отдельно. Что еще? Вопросы версионности. Тут должен быть очень жесткий контроль, потому что если один контракт устареет, некоторые сервисы могут работать некорректно из-за того, что, обращаясь к другому, они ожидают какое-то поведение, этого поведения нет. Вот, поэтому очень важно также настраивать систему логирования, систему оповещения о любых ошибках, потому что, как, например, в компании Amazon или в компании Netflix, которые используют микросервисы, их более сотни.
Поэтому найти ошибку просто методом тыка не получится. Кстати, как раз к вопросу о размерах этих микросервисов. То есть достаточно бытуют разные мнения о том, какие они должны быть. Но компания Amazon выработала такое правило. Микросервисами должна заниматься команда, которую можно накормить размерами в 2 пиццы. То есть, ну, правда, судя из этого правила, некоторые мои коллеги должны будут разрабатывать сервисы в одиночку, но, то есть, как бы с Amazon не поспоришь. Они в этом достаточно далеко продвинулись. Да, говорил о том, что это не волшебная палочка. То есть, что бы я еще хотел заметить такого... Ну, то есть, я прямо видел, как разработчик Azure Service Fabric говорил, что если вы не можете построить качественное монолитное приложение, не стоит вам браться за микросервисы. Вам это реально только усложнит задачу. Вот. Но тенденция такова, что микросервисы набирают популярность, они уже давно набирают популярность, и то есть как бы Azure Service Fabric уже на данный момент является достаточно конкурентоспособным продуктом, на котором мы уже сейчас можем разрабатывать. Как, кроме, ну то есть есть небольшая особенность из-за того, что продукт достаточно молодой, документация достаточно подробная и гайды подробные, но есть особенность в том, что опускаются некоторые детали конфигурации. То есть некоторые XML-файлы могут остаться за пределами вашего зрения, поэтому я советую, то есть в начале любого гайда по работе с микросервисами рекомендуется скачать тестовое приложение, с которым вы можете поиграться. Я рекомендую это сделать, потому что вот конкретно те секции, которые создаются для корректной работы, конкретно те ивенты, которые описываются, нигде больше я не встречал. И вот это, как мне кажется, ну, достаточно такой серьезный косяк в проектировании. Вот. Но, в принципе, если догадаться скачать это приложение, то можно и разобраться. Собственно, полезности. Блог компании Microsoft, где можете почитать о человеке, который любит контейнеры и сервис-бас, и сервис-фабрик. Собственно, Try Service Fabric с публичными кластерами и документация по сервис-фабрике. Ну да, спасибо, что пришли. Вопросы? Да. Я понял вопрос. Прозвучал вопрос, как будет происходить взаимодействие между микросервисами, если мы будем масштабировать их, как будет их коммуникация. Тут как раз выходит на поле, то есть преимущество Azure Service Fabric. Нам инфраструктура говорит о том, что если мы поместили свои микросервисы в контейнеры, то Azure Service Fabric берет на себя распределение и балансировку всей нагрузки. То есть он будет самостоятельно перенаправлять запросы на доступную микрослужбу. То есть он будет выполнять роль балансировщика нагрузки. То есть нам не нужно даже явно указывать, куда мы хотим перенаправить. То есть если у нас есть несколько инстансов, которые принимают те же голоса, то мы запускаем один инстанс, указываем о том, что да, давайте масштабироваться до такого-то размера, до таких-то там, ну, может быть, это по стоимости определяется, и тогда Azure Service Fabric сам будет направлять запросы куда нужно. То есть как раз вот эту часть, достаточно сложную часть, он инкапсулирует в себе. Да, то есть Azure Service Fabric выполняет роль оркестратора контейнеров. Вот. Прозвучал вопрос, насколько сложно изменить хостинг своих микрослужб, своего кластера из облака на локальную машину. Ну, давайте говорить так. Как бы Azure Service Fabric позиционирует себя как то, что он может разворачиваться на любом платформе, на любом... То есть, смотрите, я показывал пример, где я развернул все то же самое, только на локальном кластере. То есть, если у меня есть достаточно мощное железо, то в чем проблема мне опубликовать его у себя? Там балансировщик, все высоко. Да, то есть это Azure Service, вот этот вот фабрик-менеджер, который мониторит, он работает точно так же, как работает он на Azure. То есть это абсолютно идентичная конструкция. Ну, если вопросов нет, то спасибо всем за внимание.